Всем приветик. Вот хотел сделать небольшую проверку фактов. Как вы все знаете, уже наверняка вы видели в новостях, в телеграм-каналах о том, что в Буффало были убиты 10 человек, подстрелено было 13, трое ранены, 10 погибло. В большинстве своем афроамериканцы. И тут же появились и в русских телеграм-каналах, и не только, появились сразу заметки о связи его с батальоном Азов, о связи с Такером Карлсоном, который, как говорят некоторые, ну, разжигал этот огонь, который повлек за собой эту трагедию. Решил проверить, просто стало очень интересно, как бы действительно, есть ли в этом какая-то правда, решил проверить. Ну, значит так, во-первых, разберемся сначала с Карлсоном Такером, потому что этот убийца, 18-летний, который сделал то, что сделал в Буффало, он опирался, есть такая конспирация о замене белых иммигрантами и так далее для различных целей. Вот. Теперь как это связано с Такером? Он в какой-то момент в одном из роликов своих давно заявил о том, что ощущение, что демократы привозят очень много иммигрантов в Америку для того, чтобы увеличить свой электорат. Что типа те, кого они привозят, они, конечно же, возьмут сторону левой политики, потому что правые и крайние правые, они выступают против большой миграции, как бы, а демократы, республиканцы выступают за иммиграцию. И вот он сказал, что ощущение такое, что привозят специально как можно больше иммигрантов, чтобы повысить свой электорат. Это то, что сказал Такер. Другого ничего такого серьезного не сказал. Сказал это именно в политическом отношении, в плане выборов и так далее. Вот. Так что связи с этим, связи между этим и тем, что погибло 10 афроамериканцев, вот эта вот трагедия в городе Буффало, ну, нету большой. Это конспиративная теория, которая, да, очень много витает во всех странах Запада, Австралия, Новая Зеландия, Америка и так далее. И в Европе все крайне правые партии пользуются этой теорией, как бы, к тому, что типа вот так вот специально делают левые партии. Вот это значит насчет Такера. Так что связи никакой нету с этим молодым человеком, 18-летним, который пострелял. А теперь насчет батальона Азова. Какая связь? Ну, во-первых, музой, так сказать, для вот этого своего поведения у него был не батальон Азов, и вообще прямой связи с батальоном Азовом нету. Был чувак, которого зовут Брентон Тарант. Родился он в Австралии, но знаменит оказался тем, что в 2019 году, в марте, зашел в мусульманские мечети в Новой Зеландии и пострелял 51 человек. Убил 51 человека. На судебном разбирательстве кричал, что он невиновен. Делали ему психический анализ, все, сказали, что он пригоден быть в суде и так далее. Вот про него, да, говорил вот этот вот 18-летний пацан, говорил, что вот то, что он сделал, для него действительно была такая вот толчок и так далее. Кстати, этот пацан не первый. В Лондоне убили мусульманскую семью и сказали абсолютно то же самое, что вот этот вот Брентон Тарант, он в принципе подтолкнул их на действия. Вот. У Брентона Таранта в свое время нашли символику, типа черное солнце и прочую символику неонацизма. Вот. И говорят, что в этом манифесте этот пацан тоже использовал символику неонацизма, типа, в принципе, черное солнце, которое было принято еще символикой нацистов во Второй мировой, эсэсовцев и так далее. Вот это вот, в принципе, единственная связь с батальоном Азов, который тоже использует ту же самую символику. Ну, опять же, батальон Азов никак не подтолкнул этого пацана к тому, что он сделал. Но да, показывает о том, что у батальона Азова идеи, в принципе, были неонацистские. Изначально вообще он создавался как неонацистское, националистическое или неонацистское движение. Вот. И вот это вот самая большая связь, можно сказать, между тем, что произошло в Буффало, и батальоном Азова. Ну, про то, что батальон Азов нацисты, никто
как бы, по крайней мере, может, не все, кто там служат нацисты на сегодняшний день, но когда он создавался вообще, и вся идеология была не нацистская, националистическая, и они думали не про афроамериканцев, конечно же, а именно про украинское националистическое движение. Что, типа, украинцы да, все остальные, в принципе, нет, неважно какого цвета. Вот. Ну, об этом тоже много говорить нет смысла, потому что все прекрасно знают, во всех нормальных западных странах батальон Азов всегда считался неонацистским движением, всегда был запрещен. Несмотря на это, мы прекрасно знаем, есть у меня ролики, даже я рассказывал о том, что даже в канадской прессе появилась тогда заява, что канадские инструктора тренируют батальон Азов, который в принципе запрещен в той же Америке, как неонацистское движение и так далее. Ну, что вам сказать? Ну, не могут они сейчас взять и сказать, что как бы наехать на батальон Азов, потому что это те, кто сейчас воюет на Украине. Получается, весь Запад поддерживает Украину, поддерживает военные силы Украины и поддерживает в том числе и батальон Азов. Причем, опять же, немножко абсурд, потому что раньше они кричали, что они вне закона, потому что они нацисты, а сейчас они их поддерживают. И да, все знают, что тренировали и Канада, и Америка тренировали батальон Азов, и все знают, что у батальона Азова были неонацистские символики и так далее. Ну, в принципе, ролик этот я поднял просто рассказать им, что к чему и почему. Не всегда то, что пишут в русской прессе, это действительно так есть, как бы, потому что, опять же, я вот когда прочитал в телеграм-каналах тоже отрывки из русской прессы, ощущение было такое, что действительно вот чувак насмотрелся на батальон Азов и решил пойти и пострелять афроамериканцев. В этом нет никакой правды. То, что он неонацист, это правда. То, что батальон Азов создавался как неонацистское движение, тоже правда. И это знает весь мир. Это не только я, мое мнение или я придумал. Во всем мире так считали, во всем мире так говорили. Вот, походу, единственная связь. Да, стоит бояться нацистов. Причем неонацисты есть не только на Украине, не только батальон Азов. Есть в России свои неонацисты, которых тоже, в принципе, по закону, да, преследуют и да, прижимают, но они все равно есть. Есть в Канаде неонацисты, в Америке неонацисты, есть по всему миру неонацисты. Вот против кого надо бороться, а не против друг друга и так далее. Нацизм надо искоренять. И неонацизм, как последователь нацизма, тоже надо искоренять. В корне. Их надо вылавливать, искать и садить в тюрьму. Нельзя говорить уничтожать, посадить в тюрьму. Вот. Ну вот, такая вот проверочка фактов. Всем спасибо.